Ева, помогите, пожалуйста. Была моделью на семинаре в Москве. Возможно, вы знаете школу. До этого ходила в... Везде обкарнали, просила стрижку с объемом, общипали как курицу, сделали тетку из местного сельпо. Фото прилагаю. Ева. Существуют ли стрижки, которые добавляют объем, и какие это стрижки? Я замылила название школ, потому как эту информацию я проверить не могу, а вот фотография говорит о многом. Действительно, обкарнали. И я продолжаю начатый мной марафон «Правда матка». И сегодняшняя тема – стрижки с объемом. Смотрите видео до конца, очень много полезной информации и объявлений. И самое злободневное на данный момент объявление – подписывайтесь на мои другие соцсети. Вы видите, что творится с интернетом. Ссылки на них будут под видео в описании, в моем закрепленном комментарии, а также очень большая вероятность, что я нашла ножницы, о которых вы все спрашиваете, с зубчиками, которыми я стригла свои легендарные стрижки. А также нашла и филировочные ножницы. Поэтому следите за выпусками в моих соцсетях и на YouTube-канале. Что, друзья мои, например, самая популярная стрижка – это стрижка с приподнятой вот такой макушкой высокой, где вот такой объем сзади, здесь вот удлиненные волосы, и на фоне этих удлиненных волос вот этот объем казался просто невероятным. Я думаю, что девушка, которая прислала мне это гневное сообщение про то, как ее обкарнали, хотела примерно вот такой формат. Что это за формат? Это реально стрижки с объемом. Что такое объем? Это, образно говоря, шарик вокруг лица. Шарик из волос, естественно, вокруг лица. У этой стрижки, вот которую я показываю, есть один небольшой минус. Я показываю сейчас не одну стрижку. Здесь их порядка 10. Это на первый взгляд кажется, что это примерно одно и то же. На самом деле нет. И мастера, которые не разбираются в разновидностях стрижек, они не в состоянии повторить любую стрижку по фото, потому что они не видят разницы между ними. И мастер, который не видит разницы между этими стрижками, естественно, никогда не подстрижет ни одну из них. Ну, из этого наборчика я бы вам не советовала делать вот такую стрижку. Это антитренд. Да, это супер объем, но это антитренд. Он не актуален сейчас. Дальше вот такую стрижку тоже не советовала бы делать. Слишком короткая макушка и длинные волосы, закрывающие шею. И вот такую стрижку тоже не советовала бы делать, особенно тем людям, у которых широкая шея. Объем, да, объем есть, классный объем. На самом деле, если зациклиться только на этом слове, что я хочу объем, то вот он объем есть, но он не украсит, а создаст эффект гриба, шляпа и ножка. Ну а в целом, конечно, всем хочется, чтобы стрижка была с объемом, чтобы эту стрижку можно было сделать с объемом. Даже сейчас у меня вот эта стрижка, которая на мне, которую я делала сама себе, есть видео на канале у меня про эту стрижку. Ссылку на это видео я оставлю в описании в моем закрепленном комментарии, а также как сделать себе такое окрашивание волос. Прилетел недавно очень сильно гневный комментарий по этому поводу. Я делала пост в сообществе, что, видите ли, я не отвечаю на вопрос, как сделать себе такой цвет волос. Друзья мои, во-первых, у всех людей базы разные, и их может быть до 11 вариантов, поэтому как сделать самой себе такое окрашивание в зависимости от вашей базы, ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. А также есть еще целый курс, как сделать себе окрашивание в русый цвет. Это ответ для тех, кто ищет, как сделать себе холодный русый цвет. Ссылки найдете под видео. Вот такой вариант. Эта стрижка, вот она тоже, можно сказать, добавляет объем, да? Но если я этот объем сама не сделаю своими руками, то этого объема нет. То есть, если мне взять и посушить волосы просто так, то объема здесь не будет, потому что у меня такие волосы, они достаточно тонкие, плюс еще мои эксперименты на моих волосах. И я сделала градуировку небольшую. Вы должны будете видеть на темном фоне пиджака. Вот, смотрите, что это такое объем. То есть я создавала небольшую градуировку. Длина макушки у меня значительно короче, да, например, чем общая длина волос. Это и есть стрижки, которые добавляют объем. То есть, можно так сказать, стрижки, на которых
этот самый объем можно будет создавать. Потому что если, например, у нас стрижка одной длины, чтобы там создать объем без начеса, без какого-то там супер стайлинга, будет просто не обойтись. Чем длиннее волосы от корней до концов, тем тяжелее они, тем тяжелее этим волосам держать объем, то есть приподнятость от корней. Поэтому, в принципе, все стрижки, которые имеют какую-то градуировку в зоне макушки, они все способны относиться к категории стрижек, создающих объем. Просто есть стрижки, которые по факту из-за, скажем, своей формы автоматически объем создают, и это короткие стрижки, не длинные. Длинных, которые создают автоматический объем, практически не бывает. Но опять же, я как стилист не могу не затронуть здесь строение костной структуры головы, то есть головы в целом. Если у кого-то высокий апекс, то есть вот эта точка, вот самая высокая точка, это не макушка, а именно наивысшая точка головы и точка, где начинают расти волосы, это называется апекс. И вот эта величина, чем она выше, даже длиннющие, предлиннющие, тяжелые волосы будут выглядеть объемными. Понимаете? Как у Дженнифер Энистон, например. Вот у нее высоченный апекс, вот эта часть высокая, и ее висячие, скажем, волосы, но из-за апекса высокого кажется, что у нее объем есть на голове, это не приплюснутая макушка, явно объем есть на голове. Также у нее широкая часть в зоне макушки, тоже костная структура, именно строение черепа, форма черепа, то есть ширина вот здесь позволяет просто уложить волосы без дополнительных усилий, и автоматически создается объем. То есть здесь еще большую роль играет именно строение костной структуры головы. И в данном случае посмотрите на эту фотографию. Во-первых, очень хорошо видно, что здесь приплюснутая, западающая макушка. Есть такое выражение, как будто бы вот здесь плоскость образовалась в этом месте. Именно плоскость, потому что видно, как распадаются волосы. Они как бы в этом месте реально приплюснуты. Это первое. Второе. Костная структура тоже здесь будет такая, что ни в коем случае нельзя делать такую короткую длину. Поэтому очень важно будет научиться работать с костной структурой. Ее вообще нужно понимать, что она существует, что волосы и костная структура, они абсолютно взаимосвязаны. И от костной структуры будет много зависеть. То есть вот если мы имеем такую картину по костной структуре, очень коротко стричь нельзя именно макушку, иначе мы никогда в жизни здесь не добьемся объема. А получается такой эффект яйцеобразной головы. Но это точно не объем. Видно, что здесь попытались его потом создать, но длины настолько не хватает катастрофически, что этого просто невозможно сделать. И видно, что широкая шея, широкие углы челюсти. Я представляю все это спереди, с таким количеством волос и с таким объемом, вернее, его отсутствием. Но если убрать вот эти все тонкости стилистики, то существует пара стрижек, где вообще в принципе хоть что там на голове, хоть какая костная структура, хоть какой апекс, они однозначно создают объем. И это вот короткие стрижки формата пикси, где удлиненная или как бы не то, что удлиненная, или прямая больше челка здесь и достаточно короткая макушка, где волосы стоят. Можно сказать, от корней, торчат в разные стороны от корней. Вот этот формат стрижек однозначно, автоматически создаст объем. Ну, опять же, в зависимости от того, как там растут волосы на той макушке. Если на макушке волосы растут в круговую, они как бы бывают, знаете, как на полях, например, приземлилась НЛО. Трава в разные стороны укладывается, а дальше она торчит. То есть вот такие макушки очень часто встречаются, зализанные, так скажем, еще их называют. Именно в таких случаях сложно, конечно, будет придумать, как здесь создать объем на макушке. Здесь только укладка, однозначно. То есть градуированная стрижка и укладка. Все градуированные стрижки однозначно создают объем, но
только если мы дополнительно своими ручками там будем работать, участвовать в этом процессе. Все стрижки, у которых есть перепад длины, макушка короче, чем все остальные волосы. Соответственно, мы можем поднять макушку, чтобы она держала эту форму, держала этот объем. Вот прекрасный вариант стрижки с объемом. Чем мне нравятся такие стрижки? Смотрите, вот очень важно. Сверху у нас есть определенный объем, короткая достаточно макушка, но тоже без фанатизма, но тем не менее в районе 7-8 сантиметров, 5 сантиметров не всем подойдет, а вот 7-8 сантиметров с этого можно и начинать. Об этом я рассказываю в своей книге «Стрижек Big Step», и в этом варианте сейчас как раз таки и есть примерно 7 сантиметров высота макушки, которая позволяет создать объем и подкрутить. Не только, чтобы волосы торчали, как ежик, а именно немножко подкрутить, уложить, придать более гармоничную форму. И вот эта стрижка, она максимально круто смотрится на полном лице, где действительно нужен объем, где людям просто он необходим в какой-то степени, чтобы уравновесить массу низа с верхом. Это укороченная стрижка Pixie, она также есть в моей технике в стрижках. Вот стрижки, которые я рекомендую для того, чтобы сделать объем. И давайте посмотрим на подборку, в буквальном смысле слова, практически идеальных стрижек с объемом для разного типа волос и разной длины. Все эти стрижки есть в моей технике стрижек, и многие из них представлены на канале. Итак, первая стрижка – это сочетание каре и каскада с удлиненной челкой. И обращаю внимание, у нас здесь есть градуировка. Градуировка позволяет сделать нашими золотыми ручками объем. Если у вас тонкие волосы, вам придется здесь подначесать. Без начеса такой объем не создать на тонких волосах. И редкие волосы в том числе. То есть такой объем автоматически создается при правильной укладке феном для густых и достаточно сильных волос, либо начес на редкие и тонкие волосы. Следующая стрижка. Вот замечательная стрижка, она тоже есть у меня на канале. По-моему, я даже сама себе ее стригла, показывала, как это делается. У этой стрижки тоже есть большой плюс. Так как есть градуировка, мы можем приподнять макушку. Все, есть градуировка, есть объем. Нет градуировки, нет объема. Следующая стрижка, она одна из самых универсальных для тех, кто не любит длину, но хочет объем и не хочет слишком короткие варианты стрижек. То есть это такая золотая середина. Надо суметь, вот мастеру надо суметь так прочувствовать своего клиента, чтобы, как говорится, усидеть на двух стульях. Чтобы длина была и как будто бы ее и не было, чтобы был объем по всей окружности головы. Вот вам замечательная стрижка. Вот один из вариантов каре. Этот вид каре я на себе не раз показывала. Это Light Bob. Очень сложно объяснить мастеру своему, как сделать такую градуировку, потому что здесь градуировка не классическая. Вот это вот здесь вот не классика, а именно та градуировка, которую я показывала на своем канале. Поэтому, если вдруг будете говорить, подстригите меня так же, лучше пусть мастер посмотрит, как это делается. Следующий вариант, здесь уже более классическая градуировка. С этим вариантом, я думаю, многие должны из мастеров справиться, хотя не уверена, но ок, ладно. Здесь более длинный вариант, тоже замечательный, но обращаю внимание, именно для этой стрижки нужны хорошие такие, знаете, сильные волосы. Тогда эта стрижка вообще шикарно будет смотреться на жестких, сильных волосах. Знаете, я называю дорого-богато. Один из моих любимых вариантов, когда хочется придать даме статусности, несмотря на то, что здесь короткая стрижка, но она имеет необычную такую форму. Мы здесь подчеркиваем именно красоту волос. И потому как далеко не все любят слишком короткие стрижки, но и не знают, что делать со своими волосами сильными и жесткими, если они будут чуть-чуть подлиннее. Этот вариант я уже показывала. Шикарная укладка для тех, у кого зализана макушка. И вы должны просто научиться делать себе правильную укладку. Мы начинаем укладывать именно от макушки. Этот вариант, это классический вариант Pixie, хотя многие здесь могут увидеть и даже, в принципе, элементы классической женской стрижки. Да, это что-то между этим, но тем не менее, это один из лучших вариантов
для тех, у кого достаточно широкая форма лица, и вам нужно ее уравновесить. Вот как, например, здесь. Вам нужно сделать так, чтобы ширина, например, углов челюсти не была сильно заметна. На контрасте с темными волосами, если бы они были здесь внизу, это было бы сильно заметно. Так как здесь нет контраста, прекрасно можно завуалировать форму лица. Вот одна из стрижек более удлиненных. Я не говорю, что я ее люблю, но должна вам ее показать. Из-за того, что здесь короткая достаточно макушка, можно поиграть с объемом даже на такой длине. Я почему не очень люблю такой вариант каскада, потому как он, на мой взгляд, ущемляет как бы достоинство некоторого типа волос. Если, например, волосы шикарные, красивые, замечательные, и их так подстричь, то мы получим минус несколько баллов для этих волос. Они могут просто торчать в разные стороны и не будут хорошо лежать. Чтобы заставить эту стрижку хорошо укладываться, чтобы они не торчали в разные стороны, нужно будет потратить на это время. Но, тем не менее, она тоже существует, и если для вас это не актуально, вы можете потратить на это время, пожалуйста, пользуйтесь. Это тоже одна из разновидностей сочетания каре и каскадов. Удачный вариант. Ну, а эта стрижка, конечно же, должна в первую очередь выполняться на жестких и хорошо держащих укладку волосах. И именно вот этот мега объем можно создать исключительно только на таких волосах. Если волосы редкие, тонкие, не рекомендую стричь такую стрижку, потому что эффект будет обратный. И вот еще один из вариантов, прекрасный вариант, такой рвань, которая позволяет создавать вроде бы как и небрежность, но с другой стороны выглядит достаточно стильно. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, а также на канал в Максе. Ссылки на них оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.